Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. И расклад сегодняшний на год 2026. Давайте посмотрим, что ожидает представителей знака Телец в этом году, который уже наступил, и какие карты вам выпадут на каждый месяц отдельно. На каждый месяц мы достанем по одной карте из этой колоды и посмотрим, какие энергии вас ожидают в каждом месяце этого года. Напоминаю, пока я перетасовываю колоды, Тельцы, вы можете подписаться на этот YouTube канал, можете оставить свой лайк или свое сообщение под этим видео, если вам этот расклад понравился, либо поделиться со своими близкими или друзьями этим раскладом, если вы считаете, что им, возможно, это видео подходит. Итак, давайте посмотрим, Тельцы, что же ожидает Тельцов в 2026 году. 2026 год. Что он принесет вам? Возможно, чем хорошим обернется для вас? Какие месяца будут наполнены большими возможностями? А какие, наоборот, заставят вас, возможно, быть более осторожными, размеренными и неспешными в своих решениях, может быть, в своих каких-то действиях. Напомню также, что это общий таро-прогноз, что он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Итак, смотрим, что же происходит у Тельцов. Первая карта у вас двойка кубков. Вообще потрясающая карта. Карта здесь показывает такие переплетенные руки. То есть она показывает, что в январе месяце, это первая карта, соответственно, года, первая карта соответствует здесь январю, показывает, что вы будете находиться в какой-то гармонии, собственно, с человеком, близким вам по духу, может быть, с вашим ребенком или с вашим партнером, может быть, с вашим другом, потому что это в любом случае как пара, это партнерство, это все, что может говорить о гармоничном союзе, о сотрудничестве и взаимности в вашей жизни, в том, что, собственно, да, вы делаете в вашей жизни. Это о взаимных чувствах, в любви, это о какой-то романтике и эмоциональном соединении, которое вы испытываете с другим человеком или другими людьми. Это желание здесь с кем-то помириться, если вы в ссоре находитесь, то есть прийти к балансу и к взаимопониманию, пойти на перемирие, может быть, наладить отношения с каким-то человеком, у которого есть притяжение к вам. Соответственно, и между вами есть определенная химия, может быть, какой-то взаимный интерес. То есть у вас есть желание вот этой поддержки получить, может быть, оказать тоже поддержку этому человеку, потому что у вас есть какие-то общие цели, может быть, есть какие-то общие взгляды, общие намерения в этой жизни. И да, эта карта говорит о глубокой связи, дружеской или любовной. В любом случае, да, значение может быть разное. Для кого-то это, кстати, может даже говорить о помолвке, когда вот две руки так переплетаются, может быть, о каком-то обязательном уже таком обещании, которое вы даете, знаете, как официальном союзе, который у вас начинается именно в этом месяце. То есть в целом карта такой взаимной любви, карта романтики, может быть, у кого-то, кто одинокий, знакомство будет или встреча такая с совместимым для вас человеком, с которым возникает это взаимопонимание, и это может быть начало отношений, когда вот вы познакомились, но может быть очень хороший долговременный союз, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на такого человека, если он у вас здесь появляется, потому что эта карта для новых отношений очень хорошая, для отношений в паре уже, то есть она показывает про углубление чувств, говорит о какой-то взаимной поддержке, которую может оказать вам партнер. Может, как я уже говорила, да, показывать на перемирие после какого-то конфликта. В целом, если про работу, допустим, говорить, то здесь может быть какой-то выгодный контракт, который вы подписываете с человеком, которому доверяете, как каким-то надежным партнером. Здесь можно найти хороших единомышленников в реализации своих проектов, возможно, какую-то взаимно выгодную сделку провести или справедливо распределить прибыль, разделить ее, может быть, получить какую-то финансовую поддержку от партнеров своих, с кем вы работаете. То есть в любом случае это взаимное уважение в каких-то деловых кругах, это сотрудничество, это не конкуренция, это не борьба, а это возможность помочь и желание помочь
своему коллеге, своему партнеру, то есть успешное деловое партнерство. Если говорить про здоровье, то тоже очень хорошая карта, то есть она во всех аспектах, она просто замечательная тельцы, потому что она показывает эмоциональное благополучие в первую очередь. И когда мы эмоционально настроены позитивно, жизнерадостно, да, то это позитивно влияет на физическое ваше состояние и в целом способствует оздоровлению, выздоровлению, возможно. То есть здесь какой-то есть очень хороший такой вот вайб у вас, и можете получать хорошую поддержку от близких, если это есть в этом необходимость, допустим. Вы можете здесь чувствовать такую эмоциональную стабильность, гармонию внутреннюю, способность строить здоровые отношения с окружающими и, соответственно, тоже сохранять такой мир, гармонию внутри себя и вот как-то делиться этим состоянием, этой энергией с окружающими людьми. То есть в целом хорошее физическое состояние, которое здесь она олицетворяет. Давайте посмотрим на следующую карту. Следующая карта у вас это карта февраля месяца, то есть тоже зима. Давайте посмотрим. Карта туза жезлов. Ну, потрясающе, потому что, туз жезлов, да, здесь показывает такой огонь, который горит у нее. Она глаза закрыла, но в голове у этой девушки здесь горит это пламя огня, которое, как будто бы, знаете, само по себе говорит о пылкости, о желании что-то делать, созидать, творить новое. Это как желание двигаться дальше, это желание под влиянием какого-то вдохновения, может быть, своего творческого импульса или озарения, может быть, новой идеи, которая здесь возникает у нее, начать какой-то проект или быть инициативными в каких-то вопросах, сделать первые шаги, в конце концов, к чему-то важному для вас, что вас зажигает и дает вот это желание достигать, желание двигаться, да, может показывать какие-то скрытые возможности, которые у вас здесь открываются. И в целом у вас очень много энтузиазма и жизненной силы в феврале, такого драйва, желания добиваться, делать, развиваться, проявлять свою активность и инициативность. Вы готовы преодолевать застой в делах. У вас очень много вот этой импульсивности и жизненной силы, много оригинальности, потому что вы здесь можете какие-то совершенно необычные идеи преподносить, подавать миру и гореть этими идеями, зажигать окружающих этим пламенем. То есть очень хорошая карта хорошая для нового романа, для какого-то страстного влечения, если это новые отношения. Возможно, вы здесь возрождаете страсти в отношениях, которые уже существуют. То есть это карта, которая показывает такое сильное физическое притяжение, и это карта, которая олицетворяет такую сексуальную энергию. Для одиноких, да, может предвещать встречу с человеком, который пробудит такие сильные чувства. Может быть, это такая любовь с первого взгляда, как важное новое начинание, которая полностью перевернет вашу жизнь. И отношения по такой карте, они динамичные, они яркие, они наполненные. В отношениях уже имеющихся это, возможно, знаете, как какой-то новый шаг, который вы делаете в отношениях. Это помолвка, планирование ребенка, может быть, какое-то решение о совместном проживании, допустим. Но здесь очень много страсти, очень много, может быть, спонтанности в уже устоявшихся отношениях, когда вы принимаете какие-то важные решения, касающиеся своей пары, то есть страсть, которую вы здесь проявляете. В работе это такой прям тоже зеленый свет для новых начинаний. Это единица, туз — это всегда начало, это получение какого-то предложения о работе, это какая-то инновационная ваша методика, которую вы применяете, допустим, в вашей работе. Это может быть какой-то новый источник дохода, допустим, опять-таки, новый, поэтому, да, единица, новое что-то. И здесь вот как будто бы у вас есть идея, и вы можете ее развивать. Успех ваш будет зависеть от того, насколько хорошо вы сможете эту идею воплотить, развить, да, воплотить ее в жизнь. Особенно для каких-нибудь предпринимателей эта карта очень хороша, изобретателей, творческих профессий, то есть всех тех людей, для которых важно оригинальное мышление и личная инициатива тоже, потому что они как бы на себя работают. Почему у нее здесь глаза закрыты? Потому что это
оригинальное мышление, оно здесь рождается у нее в голове, в ее сознании, а не откуда-то привнесено извне, да, то есть это то, что должно возникнуть у вас в голове. Вот он, карта, которая выпадала у вас на февраль месяц. Дальше идет весна, и на весну у вас первая карта на март, 4 жезлов, карта Марта, карта, ну, здесь, да, гармонии мира, это карта, которая у тельцов показывает на, возможно, какие-то, может быть, даже и семейные мероприятия, потому что 4 жезлов, она может в целом говорить о таком, знаете, праздновании, да, праздники, какие-то радостные, веселые события, возможно, здесь ощущение стабильности вашей за свою семью, чувство, что у вас есть вот этот фундамент стабильный, ощущение безопасности, потому что вас поддерживают близкие, ваша общность, ваши друзья, не только родственники, но в целом вот семья, да, но еще и близкие вам люди, которые вхожи в ваш дом, которые создают вам ощущение комфорта. Возможно, здесь даже вы будете заниматься много домашним уютом, будете привносить что-то такое, вот, что улучшит ваши жилищные условия, или кто-то снимет другую квартиру, или подумает о переезде на новую квартиру. И, да, то есть какие-то вот такие вот вещи могут быть. Может быть, семейное торжество, праздник, союз, какое-то объединение, там, вроде свадьбы, допустим, тоже, на которое вас приглашают. И в целом вы здесь будете щедры, вы будете здесь признательны близким вашим за то, что они для вас делают, и будете тоже стараться им отвечать взаимной, такой же ответной любовью и желанием тоже как-то помогать. Здесь вы можете отмечать какие-то успешные события для вас, когда вы делитесь с близкими людьми какими-то успешными завершениями в своей жизни. Вот, мол, у меня получилось, да, давайте вместе соберемся, отпразднуем это событие. В целом ощущение вот этого мира и гармонии для вас. В целом, да, я уже говорила, может говорить о свадьбе, о помолвке, о любом радостном праздновании, то есть какая-то радость, которую вы хотите разделить с другими людьми. Здесь, возможно, есть желание съехаться со своим партнером, допустим, если мы говорим про отношения, вместе строить будущее. Также здесь можно говорить и о том, что вы, допустим, если вы с кем-то встречаетесь, но еще не познакомились с родственниками этого человека, может быть, вы здесь знакомитесь с семьей этого партнера или покупаете совместное жилье, то есть вот что-то такое вот уже говорите, доносите до общества, что касается вот этого вашего союза. Может быть, вы встречаете какого-нибудь человека на свадьбе, вас приглашают, допустим, на свадьбу, вы одиноки, но там вы можете встретить свою вторую половинку, или на каком-нибудь празднике через общих друзей. То есть встретив, опять-таки, такого человека вот о себе, если вы одиноки на мероприятии каком-то важном, для вас такие отношения могут быть гармоничными с самого начала, очень позитивными, очень радостными, очень веселыми, вот так, как здесь изображено, вот девушки веселятся и танцуют. Если мы говорим про работу, то здесь может быть успешное завершение проекта. Опять-таки, вы делитесь своими успехами с окружающими. Может быть, вы достигаете какой-то важной профессиональной цели. Может быть, вы здесь корпоративный праздник устраиваете, с коллегами встречаетесь и отмечаете какие-то свои успехи. Или получаете какие-то бонусы, может быть, какие-то повышения даже. Хоть эта карта не сильно про повышение говорит, но вы как будто чувствуете себя частью команды, вы чувствуете, что вы занимаете важным звеном, являетесь в этой цепи, да, в этой команде. И чувствуете, опять-таки, поддержку своих коллег, и чувствуете, что вы можете вместе добиться финансовой стабильности и успеха вместе с ними, с этими людьми, и вы как будто наслаждаетесь плодами своего совместного труда с такими людьми. То есть хорошее, опять-таки, благоприятное время для инвестиций каких-то. Кстати, инвестиции в семейный бизнес, потому что карта все-таки про семью больше говорит, да, про какие-то дела семейные, может быть, какие-то инвестиции в недвижимость семейную. В целом, ну вот, да, очень хорошая здесь командная работа. Уже с родственниками это происходит или с людьми, которым вы доверяете. Это дело такое. Для здоровья тоже хорошая карта. Хорошая карта гармонии, карта гармоничного такого состояния здоровья. Может говорить о, в принципе, семейный праздник. Может быть, беременность или роды для кого-то. И семейные празднования, касающиеся, допустим, этих родов или крестин или чего-то такого. Вот.
То есть здесь будет явная поддержка семьи и друзей. Если даже возникает какая-то проблема со здоровьем, то вы здесь быстрее как будто восстанавливаетесь, выздоравливаете, опять-таки благодаря поддержке близких. И возвращаетесь к нормальной жизни как раз благодаря вот такой вот хорошей среде, в которой вы находитесь. Давайте посмотрим на следующую карту, на карту апреля для вас. Здесь карта императора, карта такая мужская, карта Овна, и очень часто говорит про человека знака Овен, который, возможно, будет какое-то важное значение для вас здесь занимать, важное значение нести. Но также здесь карта императора, вот она же может говорить и о вас, она может говорить о том, что вы здесь проявляете качество такого императора. Тут вы, в принципе, можете, знаете, проявлять какую-то властность. Вы можете здесь занимать такую лидерскую позицию, вы можете хотеть командовать другими людьми или контролировать все, что происходит в вашей жизни. Вы в целом будете хотеть порядка, будете хотеть все организовать, может быть, или подчинить какой-то иерархии, возможно, навести порядок в своей семье или у себя на работе. Потому что вам такой порядок будет давать чувство стабильности, прочности и безопасности. Поэтому для вас это будет важно. Возможно, здесь будет у кого-то общение с отцом или с таким мужчиной, от которого вам захочется защиты, может быть, заботы, да, от такого человека. Но вот в целом, да, если мы говорим о вас, то вы вот эту дисциплину проявляете, амбиции, которые хотите реализовать и достичь успеха, особенно материальной какой-то реализации. И вот все ваши решения очень логичны, очень рациональны, вы очень практичны будете в этот период. И ну, вот как-то, знаете, такую стратегию можете выстраивать в достижении своих планов и целей. Если мы говорим про отношения именно в паре, то это скорее отношения взаимные, и они основаны на взаимном уважении и четких обязательствах, которые несет каждый в паре. И это скорее общение с партнером, который готов взять на себя ответственность, если смотрят женщины, и обеспечить эту защиту и безопасность. Либо это, если смотрят мужчины, вы можете обеспечить такую защиту со своей семье, то есть быть хозяином дома, хозяином семьи, таким главным в семье. И если мы говорим, допустим, о отношениях, то здесь может быть и какая-то, знаете, ситуация, когда вы строите более четкие планы, касающиеся этих отношений. То есть вот мы там в таком-то отрезке времени там купим машину, а в таком-то отрезке купим квартиру, а вот тогда мы поедем там в отдых, в отпуск, допустим, на отдых, да, куда-то. То есть как будто бы выстраивается какая-то такая вот какой-то план действий уже, да, и этот кто-то один может распоряжаться и командовать, что и когда и в каком порядке будет происходить. Если вы одиноки, вы можете познакомиться с таким императором, и он таким будет достаточно серьезным, достаточно зрелым, достаточно авторитетным человеком, может быть, кто-то старше вас, может быть, опытнее вас, может быть, с более стабильным положением в обществе, то есть человеком, на которого будут обращать внимание окружающие люди. Поэтому, если вы одиноки, то лучше искать человека, который будет серьезно настроен на отношения. Не какого-нибудь рыцаря кубков там или какого-нибудь короля кубков, а вот что-нибудь такое действительно серьезное, человека, который будет готов к таким отношениям. Если про работу, то я уже говорила, да, действительно, вы можете здесь или свой бизнес какой-то запускать, или занимать руководящую должность, и проявлять эти лидерские качества и организаторские свои способности применять. Через дисциплину добиваться успеха можете, через планирование и упорный труд приходить к результатам. И для вас это очень хорошая может быть карта. И в целом это такой рост капитала через разумные инвестиции, через планирование, которое у вас может здесь быть. То есть здесь человек, который думает о долгосрочной перспективе, который создает финансовую подушку безопасности и инвестирует надежные активы. То есть это хороший период для работы с недвижимостью, с какими-то серьезными вложениями перспективными, которые вы здесь можете делать. Хорошая карта, замечательная. Опять-таки, если мы уже так в целом про здоровье тоже про карту каждую говорим, то здесь ну вот хорошее здоровье. Вот он сильный такой, да, это про сильную физическую силу, это про сильный иммунитет, это про выносливость, это про в целом такую сильную жизненную энергию.
Это вот про, опять-таки, структуру и порядок. То есть все четко, все слажено в организме, все хорошо работает. Это сбалансированное питание, это четкий режим дня, которого вы придерживаетесь. Может быть, для кого-то это регулярные тренировки, тельцы, может быть, кто-то в спортзал у вас ходит. Да, то есть это в целом вот как будто бы такая вот четкость в ваших действиях. Может говорить, допустим, о мужчинах, если мы говорим о высоком уровне тестостерона, какой-то такой потенциале очень высоком сексуальном. Но также и может говорить о том, что, кстати, могут быть и какие-нибудь проблемы из-за того, что вы чересчур много ответственности на себя берете, если мы говорим о вас. Нагружаете себя и можете игнорировать где-то отдых, которого вам может не хватать. И перегружая себя, могут возникать какие-то небольшие проблемы здесь. Но в целом карта очень-очень хорошая для здоровья. Итак, давайте посмотрим дальше. На май месяц, да, что у вас выпадет. На май месяц король кубков. Король кубков. Ну, кстати, говорила, что да, если находить нового партнера, то лучше не короля кубков, не рыцаря кубков. Ну вот у вас король кубков выпадает на май. Король кубков. В других колодах он поднимает кубок, как будто говорит тосты или, вы знаете, как будто что-то отмечает. И да, король кубков действительно часто может говорить о ситуациях, где вы можете что-то отмечать, где можете попадать в такие вот какие-то ситуации, опять-таки события, где у вас будут какие-то праздники. В целом это карта, которая показывает, вот знаете, как будто, как это сказать-то у вас, ну, король кубков, он про чувства, он про проживание чувств, он про глубокое понимание каких-то чувств, но также и про желание сохранять гармонию между сердцем и разумом. Потому что в целом, вот если опять-таки следовать, вот знаете, представители того же, да, Алистер Кроули, Таро Тотта, который создал, да, скажем, тот же Райдер Уайт, да, то есть они все были в составе ордена Золотой Зари, и у всех у них вот, собственно, может быть, или кто-то один из них писал, я уже не помню, но у кого-то вот была такая история, что они говорили, что все короли — это, по сути, энергия действия, да, королева — это чувство, и если мы говорим про короля, допустим, короля жезлов, то это огонь в огне, то есть это огненная стихия, и так как это король, то это уже огонь, да, это огонь в любом случае, потому что это действие. Здесь король кубков, то есть это огонь воды, то есть это действие, но не через иерархию, не через амбиции какие-то, не через авторитет, а через чувство, через глубокое понимание, через жизненный опыт, через вот эту гармонию с сердцем, гармонию с душой, через умение верить, через умение находить компромиссы. Вот, кстати, умение находить компромиссы, умение защищать и поддерживать, может быть для кого-то наставником. Это также и быть руководителем, но через понимание. То есть не через «я так сказал, так будет», да, а через попытку понять, почему так делают, допустим, окружающие вас люди. То есть, опять-таки, это все-таки говорит об эмоциональной зрелости. Если говорить про любовь, то здесь про стабильные, про зрелые отношения идет речь. Здесь все, что касается каких-то серьезных действительно обязательств, но оно больше основано на чувствах, на глубоких чувствах. Если мы говорим об одиноких людях, то это ситуация, когда вы можете встретить человека, с которым, да, будет хотеться, не знаю, исследовать себя, познавать свои внутренние какие-то переживания, свои чувства. Да, может быть, вы проживаете период такого эмоционального роста, зрелости в отношениях, умения поддержать партнера, с которым вы в отношениях, и создать эту атмосферу доверия, атмосферу безопасности в паре или в отношениях. Про работу, скорее всего, опять-таки, как я говорила, мудрая попытка руководить другими людьми. Здесь можно говорить о какой-то творческой работе или творческой деятельности. Да и в целом такой гармоничной атмосферы в коллективе, которую вы пытаетесь создавать, если мы говорим именно про работу. То есть она больше через такой эмоциональный интеллект здесь проявляет себя. И если мы говорим о здоровье, то опять-таки через эмоциональную стабильность, через
гармонию, вот он здесь сидит с чашей, да, и медитирует в позе лотоса. Можно через такую эмоциональную стабильность говорить о том, что это положительно влияет на физическое ваше здоровье и на психологическое благополучие. Эта карта. Возможно, вы здесь преодолеваете какие-то эмоциональные травмы, успокаиваетесь, сможете разобраться больше в себе, в своих глубинных чувствах. И также вы здесь будете уметь находить баланс между работой и отдыхом. То есть вы не будете себя перегружать, как это, возможно, было в апреле месяце, к примеру, да, если здесь было много работы. То есть в целом более такие уравновешенные, более спокойные, меньше стресса и больше какой-то такой спокойной обстановки вокруг вас. То есть карта на самом деле замечательная в любом случае. Да? Давайте посмотрим дальше. Дальше у вас идет после короля кубков, собственно, который у вас идет в мае, у нас идет июнь месяц. И карта страшного суда здесь у вас есть. Карта страшного суда. Ну давайте подумаем. Здесь страшный суд так интересно изображен. В целом в июне месяце можно говорить о том, что в вашу жизнь возможно что-то возвращается, как будто возрождается, как феникс из пепла, да, или вы возрождаетесь, или что-то в вашей жизни возрождается, как будто бы появляется какое-то как воскрешение, да, новое начало. Может быть, осознание какое-то более глубокое, другое и духовное прозрение, которое у вас происходит, и вы таким образом что-то переосмысляете, трансформируетесь. Может быть, понимаете свое высшее предназначение или свою миссию, а также вы можете здесь отпустить что-то прошлое, как будто бы поднять снова какие-то проблемы. Знаете, как у психолога, когда есть какая-то проблема, приходит к психологу, и чтобы проработать какую-то проблему, ее сначала вытягивают. Да? Как бы это было неприятно и больно, но вот это то, что нужно вытянуть с корнем, посмотреть в ситуации в глаза, только после этого ее можно каким-то образом уже, соответственно, решить. То есть вот здесь вот возможна ситуация, когда нужно что-то поднять из глубин сознания или что-то вернуть, посмотреть на это еще раз со всех сторон и понять, как с этим действовать, что, собственно, с этим делать, как от этого избавиться, если это проблема. Либо если это что-то, что должно к вам вернуться, к вам могут возвращаться какие-то люди, какие-то ситуации, может быть, долги из прошлого или какие-то, наоборот, ситуации, когда вы кому-то должны и вам об этом напоминают. Для кого-то здесь как возрождение и появление новых сил. Вот она здесь так вздымает руки кверху, да, возможно, здесь какое-то восстановление происходит, здесь прям реинкарнация какая-то. Может быть, вы здесь делаете определенные выводы и с новыми силами двигаетесь дальше, делая важный выбор или принимая судьбоносное решение, но оно, скорее всего, ведет вас к успеху, оно ведет к какому-то благодаря отпусканию прошлого, может быть, прощению кого-то, ведет к новым вершинам, к новым высотам, к новым каким-то результатам лучшим, да. И если мы говорим про отношения, здесь может быть завершение одних отношений, кармических каких-то, прощение старых обид, освобождение от них и начало новых отношений. А также может говорить о том, что отношения выходят на новый уровень, если это имеющиеся отношения. Возможно, вы выходите из какого-то состояния кризиса, а кто-то возвращается к своему партнеру. Возможно, это какой-то кармический партнер, который снова к вам возвращается. И таким образом вы как будто бы благодаря уже прошлым урокам сделали какие-то выводы, понимаете, что не зря этот человек вернулся в вашу жизнь. Если мы говорим о работе, то здесь в целом может быть, знаете, опять-таки ситуация, когда вы получаете по заслугам. То есть получаете, допустим, какое-то повышение, потому что вы заслужили его, или какое-то повышение зарплаты, потому что вы заслужили это повышение зарплаты. Может быть, какая-то даже кардинальная смена карьеры, но это потому, что вы переосмыслили что-то и кардинально, как небо и земля, что-то кардинально поменялось. Вот карта «Страшный суд», она об этом. То есть какое-то кардинальное изменение, которое у вас может произойти.
Но опять-таки вы получаете здесь хороший результат, потому что это то справедливое вознаграждение, на которое вы, собственно, и заслуживаете. И вы как будто чувствуете интуитивно, что вам нужно сделать здесь касаемо работы, если здесь речь, допустим, идет о работе. Если мы говорим о здоровье, то опять-таки здесь как восстановление после тяжелой болезни. Может быть какая-то успешная реабилитация, может быть возрождение после кризиса, какая-то регенерация, да, восстановление здоровья, восстановление ваших сил, ваше какое-то изменение образа жизни, потому что вы что-то переосмыслили, может быть, там, не знаю, какие-то привычки решили бросить, вредные, отказались от этих привычек навсегда, вот что-то поменяли кардинально в своей жизни. То есть месяц июнь он у вас будет таким. Дальше идет месяц июль. Давайте посмотрим в июле месяце карта Луна. Карта Луна, карта рыб. Для кого-то может быть общение с человеком знака рыбы. Кстати, в целом карта Луна, она может говорить и как про надежды, как я обычно говорю, да, так и про страхи. Чаще она все-таки говорит про страхи, про боязнь неизвестного. Она говорит о том, что вы здесь в июле месяце можете бояться каких-то, не знаю, для вас каких-то опасений или какие-то тревоги могут быть подсознательные, может быть какие-то фобии ваши. Вы можете бояться неопределенности, вы можете бояться, что нет какой-то ясности будущего, и вы можете здесь переживать из-за этого, можете путаться, не знать, как лучше поступить, потому что не знаете, как действовать, что вас дальше ждет. Вы можете сталкиваться с какими-то тайнами и секретами, с какой-то мистикой кто-то, а кто-то с какими-то секретами, там кто-то от вас что-то скрывал из близких или из родственников, вы узнаете об этом секрете, допустим. Также вы можете здесь сами в какой-то иллюзии находиться, таким самообманом заниматься, либо каким-то искаженным восприятием видеть то, что происходит вокруг вас. Но в целом интуиция здесь должна быть хорошая. У вас хорошее предчувствие, хорошая способность видеть детали или хорошо чувствовать ситуацию. Но если говорить о, то есть интуиция, да, я сказала, подсознание, то есть могут какие-то сны сниться. Почему опять-таки Луна? Это то, что ночью вам может присниться. Также вы здесь можете сталкиваться с какими-то ситуациями цикличности, фазами какими-то или эмоциональными колебаниями. Если у кого-то, не дай бог, есть какая-то психическая проблема, она привязана к лунным циклам, к чему-то такому, да, то есть здесь может быть какое-то обострение. Но в любом случае здесь, карта еще и мечтаний, как я говорю, когда хорошо что-то планировать, мечтать, фантазировать, потому что ваши иллюзии, они хоть и кажутся иллюзорными, но нужно мечтать, чтобы получать, может быть, когда-то исполнение своих желаний. Нужно желать, нужно хотеть, нужно мечтать, нужно давать себе возможность верить в чудо. И это то, что вы вот здесь вот можете, в принципе, делать. Карта Луна. Но давайте вот еще все-таки про отношения. Смотрите, если говорить про отношения, то здесь, да, действительно, может быть, как период неопределенности, когда вы не доверяете новому партнеру, если это новый человек. Возможно, здесь вы можете даже общаться с человеком, который не тем является, кем кажется, но вам нужно опять-таки доверять своей интуиции, чтобы увидеть, кто скрыт за этой маской, если это кто-то новый для вас. Также здесь могут быть какие-то ваши страхи в существующих отношениях или какие-то планы, касающиеся беременности, допустим, да, то есть забеременеть, родить ребенка в этой паре, в которой вы находитесь. Возможно, здесь какие-то будут недомолвки или обман в паре, поэтому нужно быть все-таки осторожнее. Если про работу, то здесь могут быть и интриги, какие-нибудь слухи какие-то, которые про вас распространяют, какие-то неясные обстоятельства. Возможно, здесь кто-то будет скрывать от вас какую-то информацию, и вы потом об этом узнаете. То есть в любом случае нужно быть осторожнее, чтобы не оказаться обманутыми, особенно если вы имеете дело с какими-то документами, если вы что-то подписываете. Нужно обязательно здесь все тщательно проверять и не рисковать, потому что могут вас обмануть. И нужно, может быть, ограждать себя от принятия каких-то важных финансовых решений в этот период, оградить себя от каких-то инвестиций, потому что вы можете, к сожалению, здесь ошибиться. Поэтому нужно быть все-таки осторожнее. Если говорить про здоровье, то я уже говорила, что да, могут быть вопросы беременности и всего, что касается женского цикла, цикличности. Да? Но и также здесь, как я уже говорила, могут быть обострения каких-то заболеваний, тревожных
психических расстройств, у кого-то проблемы со сном, поэтому и карта Луны, и карта Ночи. Также может показывать она и какие-то гормональные колебания, которые могут быть связаны с лунными циклами. Возможно, вам здесь нужно обратить внимание больше на эмоциональный баланс и в целом на свое психическое здоровье. Здесь нужно прислушиваться опять-таки к себе, к своему вот этому внутреннему ощущению и к интуиции в частности. Дальше идет карта Августа. Давайте посмотрим на август, Тельцы. Карта Сила, карта Льва. У кого-то здесь что-то может касаться человека знака Лев. Возможно, кстати, дни рождения у Львов в августе. Может быть, что-то связанное с таким днем рождения для вас будет важным. Но в целом карта Сила, мы же общее значение здесь смотрим. И общее значение по карте Сила очень даже хорошее. Потому что тут какую сферу ни глянь, оно в целом будет хорошо отражаться на любой вашей сфере, Тельцы, потому что это карта внутренней силы, это карта духовной такой мощи и стойкости, это карта, которая показывает, что вы уверены в себе, она показывает, что вы можете влиять на других людей через любовь, через умение договариваться, а не через принуждение, то есть такая женская мягкая сила, это обладание выдержкой и спокойствием, умение терпеливо идти к своим целям, это также доброта и эмпатия, умение сострадать, но и также и умение мужественно справляться со своими какими-то страхами или с какими-то проблемами, то есть не пасовать перед ними, потому что вы верите в себя, и вы верите, что вы совсем справитесь. Опять-таки, здесь про самоконтроль, про дисциплину тоже карта, про укрощение инстинктов каких-то неправильных, то есть здесь все про умение управлять эмоциями, силой, властью, чем угодно. В принципе, в отношениях хороша карта, потому что показывает она, что у вас есть своя духовная близость, возможно, и вы принимаете партнера таким, какой он есть, если мы говорим про существующие отношения. И даже если отношения здесь проходят через какие-то испытания, то благодаря любви, благодаря умению договариваться, вы как будто бы преодолеваете эти трудности. Вы можете решить любой конфликт через диалог, через возможность найти компромиссы, а не через силу, не через манипуляции. Да? Вы все-таки договариваетесь, и вам удается договориться со своим партнером. Также вы здесь в целом, если встречаете какого-то нового человека, то это, знаете, как будто бы такой хороший для вас партнер, уверенный в себе, который будет вас ценить, который будет находить в вас такую вот подходящую для себя пару, как львицу, да, лев ищет львицу, собственно, а львица ищет льва, то есть умение найти соответствующую себе пару, а не кого-то, кто будет не соответствовать вашим идеалам. То есть человека, который будет очень сильным духом, такой сильный, но при этом мягкий в отношениях с вами. Если про работу, про карьеру, то тоже в целом умение находить общий язык с людьми будет в работе, в карьере, с теми, с кем вы работаете, людьми. То есть у вас не будет агрессивной тактики, вы будете, может быть, лидерские качества свои проявлять через вдохновение, через желание на что-то донести людям, убедить их в чем-то, уговорить. То есть хороший на самом деле знак для работы. И также здесь про успех эта карта, про то, что ваша настойчивость, ваша вера в себя в конечном итоге приведут вас к успеху. Она указывает на то, что здесь для вас важно управлять людьми через понимание их потребностей. Опять-таки почувствовать, что для них важно, если здесь речь идет про работу с другими людьми, особенно управление другими людьми. В целом вы здесь, если про зарабатывание денег, то постепенно накапливаете богатство. Вы здесь не рискуете, и лучше все-таки здесь не рисковать, даже если возникают какие-то авантюрные такие перспективы. Здесь все-таки лучше контролировать свои желания, не поддаваться импульсивным каким-то решениям, импульсивным покупкам или каким-то таким вот авантюрным действиям в целом. Ну и сила для здоровья, она вообще говорит про силу физическую, да. Это способность организма самовосстанавливаться, это физическое хорошее здоровье и эмоциональное равновесие, которым вы обладаете здесь. То есть она показывает, что вы здесь очень хорошо себя, скорее
всего, чувствуете. Вы умеете баланс находить между отдыхом и работой. Вы здесь регулярно какие-то физические упражнения можете выполнять, может быть, какую-то нагрузку получать, но при этом она вам идет опять-таки как будто на пользу. То есть хорошая карта, карта сила. Давайте посмотрим дальше. Начало осени. У вас сентябрь, Тельцы. Карта правосудия, карта справедливости. Для кого-то общение с человеком знака Весы, потому что это карта весов. Для кого-то может быть что-то связанное с человеком знака Весы в сентябре будет. Но также карта справедливости, вот опять-таки в целом значение ее, оно больше основано на каких-то вопросах законности, справедливости, порядка, может быть, решения каких-то юридических вопросов, может быть, правовых вопросов, каких-то контрактов, которые вы подписываете, или официальных документов любых. Это в целом ситуация, где вы можете с какими-то кармическими ситуациями сталкиваться, когда вы стараетесь какую-то кармическую справедливости, может быть, какой-то достичь. И также вы здесь, если должны принять решение, то стараетесь взвешивать решение принять. То есть хорошенько на чаше весов взвесить все за и против перед принятием решения. В отношениях, да, скорее всего, если это существующие отношения, то это сбалансированные отношения. Да, когда уважаете вы партнера, партнер уважает вас, и вы как будто бы поровну вносите в эти отношения. Если мы говорим про отношения, в которых возник конфликт, как будто хотите восстановить баланс в этих отношениях и договориться. То есть объяснить, что для вас важно, узнать, что важно для этого человека, с которым вы в отношениях, и вот о чем-то договориться. Может быть, подписать какие-то документы, касающиеся отношений, там официально оформить брак или подписать какой-то брачный договор, или там совместно купить какую-то квартиру, то есть что-то вот оформить как документы. Для людей, которые находятся, допустим, одиноки, да, возможно, в поиске, которые находятся, то здесь вы можете найти достойного партнера, если вы будете честными, открытыми, если вы будете четко говорить собственной вселенной, транслировать, говорить, что вы хотите, каких отношений вы хотите. Для работы и для карьеры действительно хорошая тоже карта, особенно для юридических профессий, справедливость, да, потому что она показывает, что ситуации, связанные с законом, если вы поступаете в правовом русле правильно, то, соответственно, здесь будет благоприятное время для решения этих судебных дел или каких-то правовых вопросов в целом, подписания бумаг, может быть, официальных переговоров, которые вы ведете. Потому что здесь есть вот такая вот точность и четкость в плане документов. Но вам нужно быть тоже очень честными с окружающими и требовать от окружающих честности и прозрачности в документах, потому что вам нужно и самим выполнять обязательства, быть справедливыми, и от других тоже требовать этого же, да, то есть платить долги, если вы кому-то должны что-то, но также и требовать от других людей, если вам кто-то что-то должен. И если говорить про здоровье, то здесь, знаете, как будто бы нужно сбалансированно относиться к своему состоянию здоровья, потому что нужно обратить внимание на свой образ жизни, зависит от того, как вы будете относиться к своему здоровью, таким оно, собственно, для вас и будет. То есть вам нужно здесь, если есть какой-то дисбаланс, то ввести коррективы в свой образ жизни, чтобы не было какой-то декомпенсации, допустим, вашего заболевания, если оно у вас есть. То есть вам здесь нужно решить какие-то, может, медицинские вопросы, но это будет опять-таки правильным решением. Вы получите какую-то хорошие рекомендации или какую-то хорошую консультацию, потому что это будет такой честный взгляд на ваше здоровье или на ваши анализы у того человека, который, собственно, оценивает ваше состояние. Итак, дальше у нас идет карта, следующая карта у нас осени, да, это сентябрь. Давайте посмотрим дальше октябрь. У меня здесь получается интересно так, это зима, вот здесь весна, здесь лето, и осень, сейчас зима тут тоже будет. Значит, карта шута на октябрь месяц. Карта шута, карта нового начала, карта легкости, карта открытости в целом, карта открытости всему новому и интересному, может быть, неопределенному для вас, но это что-то, что может быть очень захватывающим, может быть, как захватывающим началом нового путешествия. Карта шут, она в целом показывает
ну, это начало, да, вот в картах Таро есть так называемый путь дурака, то есть это начало пути. Карта Шута, она говорит о том, что вы здесь готовы к новым начинаниям, вы готовы здесь к свежему старту, к какому-то отсутствию предрассудков, когда вы хотите что-то новое познать, хотите что-то новое для себя узнать, может быть, спонтанно принимаете решение, вот не знаю, куда-то поехать, допустим, потому что доверяете случаю, доверяете времени, ситуации, в которой оказываетесь. То есть вы уверены в благополучном результате, вы доверяете Вселенной и делаете эти шаги в пропасть, такой leap of faith, да, то есть шаг в неизвестность, я не знаю, или как его перевести, не знаю даже. Я не знаю, как перевести его, да, но вот как шаг в неизвестность, шаг в бездну, то есть, ну, шаг на удачу, просто наугад, вот, потому что вы верите, что все хорошо будет, да, и у вас есть это ощущение свободы и оптимизма, позитивного взгляда на будущее, когда вы с энтузиазмом смотрите на какие-то новые начинания, и вы освобождаете себя от ограничений, от какого-то мнения чужого, то есть вас не интересует, что окружающие подумают, то есть вы готовы что-то новое начать. И, конечно же, если мы говорим про отношения, и здесь кто-то одинок, то да, здесь хороший шанс начать новые отношения. Но мы помним, что эта карта все-таки такой легкости и беззаботности, поэтому на себя либо не нужно здесь брать серьезных обязательств, либо не нужно рассчитывать, что человек, с которым вы здесь вдруг встретитесь, что он будет таким очень серьезным, очень ответственным, потому что здесь может быть, ну, вот знаете, такие очень легкие, игривые отношения, которые, ну, не несут чего-то серьезного за собой, по крайней мере, в этом месяце так точно. Если мы говорим про отношения в паре, которые уже существуют, то вам здесь нужно отбросить рутину и, наверное, быть более непосредственными, более игривыми, а может быть, куда-то поехать в какое-нибудь романтическое путешествие или начать что-то новое в ваших отношениях, как новый период. Ну, не знаю, там, допустим, жили раздельно, съехаться, там съехались, допустим, подумать о браке, о там новом шаге, да, в ваших отношениях, или там, если вы расписаны, может быть, подумать о ребенке. Шут — это, кстати, ребенок, да, это такая юная душа, которая неопределенная, любопытная и которая всегда идет, оступается, падает, но снова идет, потому что интересно ему дальше узнавать этот мир. То есть это рождение ребенка, да, может быть, вы думаете об этом, а также, если вы с кем-то в паре уже находитесь. Но да, если мы говорим о одиноких, то здесь шанс начать новое. 0 — это новое начало. А если про работу, то, ну, нужно, знаете, как будто бы быть, возможно, наготове к тому, что будут неожиданные возможности для заработка, для того, что могут вот какие-то новые источники дохода у вас прийти вдруг. Но, тем не менее, нужно быть аккуратными, потому что здесь нужно постараться не рисковать. Не рисковать, может быть, для того, чтобы не показаться потом глупцом. То есть, ну, но тем не менее, здесь такая, знаете, как, ну вот она двоякая. С одной стороны, осторожно, если нужно рискнуть. С другой стороны, а почему бы и не рискнуть? Ведь шут, он идет с энтузиазмом к чему-то новому. И в принципе, если не бояться рисковать, возможно, это вот эта смелость, и она как раз и может быть тем каким-то шансом кардинально поменять что-то в вашей работе, допустим, или в вашем бизнесе, или вот в подходе каком-то в вашей работе, что вдруг позволит вот по-другому совершенно вашу работу выполнить, это как-то будет оценено окружающими, да, заметно. Может быть, здесь какой-то неожиданный источник дохода приходит, соответственно, или какие-то неожиданные возможности для заработка как раз благодаря этой рискованности, или какие-то креативные решения ваши в бизнесе, инновационные подходы, которые вы здесь вдруг внедряете. То есть может же быть такое, особенно вот в какой-то творческой профессии, возможно, какой-то стартап начинаете, да, совершенно новый, неожиданно, никто этого не делал, и кто-то говорит, да, ну, глупый человек, зачем такое вообще придумал, а вы начинаете, и это выстреливает, и получается действительно какая-то очень классная история, когда вы можете вот что-то новое совершенно придумать, и отбросив традиционные взгляды,
доверившись своему внутреннему видению успеха, вот как будто бы вот это новое дело начать, оно может быть успешным. Если говорить про работу, то нужно, знаете, здесь, возможно, может быть, поменять что-то в своем образе жизни. Можно попробовать внедрить какие-то новые хорошие привычки в свою каждодневную рутину. Возможно, здесь нужно больше двигаться, потому что вот в других колодах это шут с котомкой за плечами, который куда-то идет. То есть больше на свежем воздухе быть, больше двигаться, больше активничать, в целом освободиться от каких-то старых травм и убеждений, быть более легкими, более открытыми, более спонтанными, может быть, меньше контролировать свои там действия, да, может быть, это какая-то, ну, как я уже говорила, беременность для женщин, поэтому карта шута, то есть может говорить о беременности, это же относится к здоровью, правильно? Но нужно быть осторожнее, шут часто оступается и падает, нужно быть осторожнее, чтобы ваша невнимательность в этот период не привела к каким-то травмам, то есть чрезмерно беззаботными все-таки не стоит быть, нужно вот эту смелость и осторожность умело балансировать, поэтому если у вас желание есть какой-то активный вид отдыха здесь осуществлять, не знаю, по горам лазить, то лучше все-таки этого не делать. Итак, давайте посмотрим дальше, что здесь у вас на ноябрь месяц. Тельцы, карта туз пентаклей, просто супер, потому что это туз с монеткой такой, да, очень денежная карта, очень материальная, очень успешная касаемо зарабатывания денег и касаемо, в принципе, каких бы то ни было вопросов, касающихся, может быть, инвестиций, вложений, собственно, в какое-нибудь дело этого туза пентаклей. Туз — это единица, в любом случае она о начале говорит. Она говорит о новых возможностях, она говорит о каком-то конкретном денежном предложении, выгодном предложении, которое может вам поступать, которое здесь, видите, корешки уже дает, то есть потом даст ростки. Также это, знаете, как воплощение идеи в реальность, которая может быть очень хорошей, потом ну, хорошо материализована, да, во что-то финансовое. То есть придумали какую-то идею, опять-таки стартап, внедрили его, какой-то проект, и он принес вам деньги. То есть вот здесь вот как начало этого дела может начинаться. В целом может быть чувство стабильности, потому что есть деньги. Может быть вот это ощущение благополучия, да, которое у вас есть, связанное с деньгами. Да, и в любом случае, да, это как и физическое благополучие. И это способность, так как это пентакли, приумножать, это способность создавать, это способность взращивать, как здесь изображено. Если мы говорим про отношения, то это, скорее всего, стабильные, хорошие отношения, которые имеют долгосрочную перспективу. Опять-таки, видим, здесь растут вот эти вот растения. Это может карта говорить про начало серьезных отношений. Туз — это единица, начало. Эти отношения основаны на взаимном уважении. Также здесь можно говорить о том, что если это одинокий человек, да, то вы можете здесь встретить свою вторую половинку, и это не какой-то бурный роман, а это вот действительно что-то такое очень перспективное, где человек готов строить совместное будущее, создавать семью вместе с вами. Если мы говорим о паре, то, возможно, вы здесь в отношениях, если находитесь. Может быть, вы вместе недвижимость покупаете, может быть, вы свадьбу планируете, какие-то расходы на свадьбу, или куда-то едете, в это время какие-то расходы у вас есть. То есть у вас как будто бы очень много чего-то материального присутствует в ваших отношениях. Но в любом случае вы здесь как будто бы очень сильно заботитесь друг о друге, может быть, думаете о совместной, комфортной, стабильной жизни в будущем и как-то именно продумываете, как это будет выглядеть, соответственно, здесь у вас. Про деньги, карьеру вообще, ну то есть что тут говорить, сама карта, она показывает, что это такой как золотой билет к процветанию. Это может быть и новая работа с хорошей зарплатой, потому что это туз, начало. Это может быть какой-то прибыльный новый проект, который касается вашей работы, премия, какой-то контракт выгодный или свое собственное дело, которое вы начинаете. Может быть, вы начали дело это раньше, но оно сейчас начинает приносить ваши ощутимые плоды, ощутимые результаты. Это в целом вот это ваша финансовая безопасность и стабильность, которую вы чувствуете. Здесь в целом есть этот рост доходов, очень благоприятное время для
финансового планирования, для начала бизнеса, для инвестиций, может быть, инвестиции в недвижимость, для какого-то любого направления работы, да, которая может создать вам ощущение стабильности финансовой. В здоровье тоже это крепкое здоровье, это физическая сила, это вот, знаете, как будто бы очень благоприятный период еще для беременности, потому что это карта, которая показывает и здоровую беременность, и крепкого ребенка, и чувство стабильности, которое вам дает, собственно, да, эта карта. Опять-таки в контексте зачатия, здесь эти корешки, эти растут растения. А здесь вы должны заботиться о своем здоровье, понимая, что ваше здоровье — это настоящее богатство, это что ценное, что для вас есть. Поэтому здесь важно заботиться о своем теле, да, заботиться о своем теле как основе для дальнейших достижений, потому что без здоровья вы не сможете достигать всех остальных сфер жизни, отношений и денег, материальных каких-то, да, вопросах. Поэтому вот здесь вот это здоровье, оно как будто бы вот опять-таки по этой карте крепким будет, хорошим, чтобы вы могли это все осуществлять, это все делать. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас на декабрь месяц, это финальный месяц уже карта. Королева мечей здесь выпадает, воздушная стихия на декабре. Возможно, общение с воздушным знаком для кого-то будет важно, то есть это весы, близнецы или водолеи. И в целом, собственно, да, это королева мечей, это королева такая очень... как бы это сказать, там, какая она, эта королева, ну такая очень проницательная, очень внимательная, очень жесткая где-то в своих высказываниях, то есть может и с плеча срубить, да, какую-то такую вот вещь, которую посчитает нужным сказать. Это такая прямота, это честность без прикрас, где вы общаетесь с другими людьми, они честно вам говорят, что они думают, но также это и мудрая королева, потому что у нее есть опыт, свои знания, может быть, вы здесь олицетворяете себя в виде такой королевы, хоть вы не воздушная стихия, вы тельцы, вы земной знак, но вы здесь очень много можете о чем-то думать, именно интеллект свой включать, вы стараетесь быть объективными, чтобы быть справедливыми в каких-то вопросах, особенно если нужно принять решение. То есть много об этом думаете, вы стараетесь здесь управлять своими эмоциями, стараетесь контролировать свои эмоции, но при этом опять-таки четко мыслите, четко видите происходящее и обладаете такой вот проницательностью, то есть видите суть проблемы, видите суть людей, видите их истинное как будто бы обличие. Да? И поэтому, опять-таки, можете прямо им об этом говорить, что вы думаете, что вы чувствуете, что вы о них себе представляете. А здесь можно говорить о самодостаточности в какой-то степени также. В целом можно говорить, что в отношениях это ясность, потому что очень много будет честных разговоров, может быть какое-то обсуждение, где вы принимаете решения, основанные на каких-то детальных обсуждениях, разборе какого-то вопроса для вас важного в паре. Для одиноких людей, возможно, вы встречаете такого человека, может быть, это воздушный знак, потому что здесь именно персона воздушная, да, весы, близнецы или водолеи, может быть, либо это не воздушный знак, но такой очень независимый человек, очень умный, потому что мечи — это про интеллект, это про логику, да. И также здесь все, что касается необходимости говорить в целом людям правду, то есть отношения с людьми, не только с любимыми, а в целом людьми, родственниками, коллегами по работе. Это ситуация, когда вы говорите им правду, когда вы говорите им, что вы на самом деле думаете или что вы считаете здесь правильным им сказать. В карьере вы будете достигать результатов через интеллект, через какую-то стратегию того, как лучше прийти к своей цели. Опять-таки продумываете все хорошо, и вы стараетесь принимать решения, основанные на фактах, стараетесь тщательно все анализировать, стараетесь тщательно все планировать. И именно это может привести вас к успеху. То есть вы очень объективные в том, что вы делаете по этой карте. Но, тем не менее, нужно быть осторожнее, потому что вы должны рассчитывать не только на то, что вы себе думаете, как вы себе думаете, да, но еще и обращать внимание на других людей, потому что королева мечей, она может быть такой немножечко холодной в этом плане. Она может не обращать внимания на окружающих, на их чувства. А здесь лучше все-таки обращать внимание и не игнорировать человеческий фактор, если мы говорим о работе. То есть принимать какие-то логические решения, думать
логично, стратегически выстраивать свои действия, но при этом считаться с другими людьми. А для здоровья нужен рациональный подход, нужен поиск каких-то квалифицированных специалистов. Если необходима какая-то консультация медицинская, возможно, здесь нужно проконсультироваться с несколькими людьми, если у вас возникают какие-то жалобы касаемо здоровья, чтобы детально проанализировать ваши симптомы, чтобы оценить состояние здоровья в целом, да, то есть чтобы каждый там логически подумал из специалистов и разобрался, что же на самом деле есть, что у вас происходит, допустим, что человек считает нужным вам сказать. Здесь нужно также обратить внимание на свое внутреннее состояние, потому что вы можете чрезмерно контролировать свои эмоции, многое оставлять как будто в своей голове, и это может привести к каким-то подавленным, подавленные чувства, привести к какой-то психосоматике, поэтому нужно быть осторожнее. И нужно все-таки стараться обращать внимание на какие-то эмоциональные потребности своего организма, рационально подходить к своему здоровью как таковому. Но в целом карта очень и очень хорошая. То есть она о мудрости, она о том, что вы проходите через определенные испытания, но вы выносите свой опыт, свои знания, и вы здесь ясно, рационально мыслите. Вы здесь видите истину, вы здесь не хотите поддаваться или предаваться какому-то обману, возможно. То есть вы очень критически мыслите в любых вопросах. Очень мудры можете быть. Поэтому карта хороша в принципе. Итак, дорогие мои тельцы, на этом сегодняшний таро-прогноз на 2026 год для вашего знака зодиака я завершаю. Надеюсь, вам такой детальный разбор каждого месяца подходит и нравится. Пишите в ваших комментариях, насколько вам это видео подошло. На этом с вами прощаюсь. До скорого!